концу 90-х на АвтоВАЗе стали осознавать, что полноприводные недоджипы – это мировой тренд. И в конце 1990 года была одобрена концепция похожего полноприводного легкового автомобиля. Начало будущему семейству 4х4 должен был положить универсал ВАЗ-21-116. В основе его концепции объединение достоинств мощного опелевского двигателя и постоянного полного привода на все колеса. Инженеры сразу пришли к выводу, что полный привод необходимо делать на базе отработанного в производстве мощного спортседана ВАЗ-21-106, использовав утилитарный кузов универсала, максимально возможное количество серийных узлов и собственные конструктивные новшества. Помимо ряда технологических преимуществ, унификация обещала и существенное снижение стоимости автомобилей. Внешне от обычного переднеприводного универсала ВАЗ-2111 116 отличали увеличенные вырезы колесных арок, слегка очерненные некрашенными пластиковыми накладками, измененная юбка бампера со встроенными противотуманками, люк в крыше, иные направляющие багажника и обновленный аэродинамический щиток над задней дверью. Приглядевшись, замечаешь декоративную накладку, появившуюся на стыке лобового стекла и двери. Решение более эстетичное, чем у обычных десяток. Индивидуальный 116-му придает широко расставленные колеса с легкосплавными дисками, обутые в резину 195-60 15 диаметра и более высокая посадка кузова. Мотор Opel C20XE, как тогда утверждали вазовцы, устанавливался как временное явление до освоения в производстве собственного 2-литрового агрегата. Вообще на универсалы планировали ставить более мощный мотор Opel X22XE, 141 лошадиная сила. В опелевскую коробку передач строили свой дифференциал, от которого крутящий момент на передние колеса передавался полуосями практически одинаковой длины с шрусами производства JKM. Далее от углового редуктора отбора мощности собственной разработки крутящий момент передается на задние колеса посредством алюминиевых кардановых валов со шрусами, подвешенными на промежуточных опорах. В связку включена вискомуфта JKM со специально подобранными характеристиками. Задний редуктор, естественно, доработанный, взят от старой Нивы. Передняя подвеска вместе с подрамником перекочевала в новую машину из ВАЗ-21-106. А вот задняя, на двойных поперечных рычагах, была создана, что называется, с чистого листа. Она также с пространственным подрамником, который крепится к кузову при помощи резинометаллических опор. Он же служит фундаментом, редуктору заднего моста и другим элементам. Чтобы снизить металлоемкость модели, подрамник позже предлагают изготавливать из алюминия. Технологических препятствий этому не было, как и тому, чтобы делать из алюминия и навесные панели. В связи с изменением характера автомобиля серьезно пересмотрели тормозную систему. Суппорт от ВАЗ-2112. В задних дисковых тормозах от ВАЗ-2108 применен суппорт от АКИ, доработанный с учетом размещения механизма привода стояночного тормоза. Топливный бак был алюминиевый, на 60 литров. Днище в итоге получилось непривычно ровное. Самая низшая точка – элементы передней подвески, прикрыты алюминиевой защитой. В салоне все как обычно. Однако из-за появления массивного тоннеля автомобиль теперь отчасти можно признать четырехместным. Комбинация приборов была классической от ВАЗ-2110, рычаг переключения коробки передач с флажком задней передачи и передние сиденья опелевские. Готовый прототип ВАЗ-21-116 был показан в 2000 году. Предполагалось, что автомобиль ориентировочной стоимостью 14-16 тысяч долларов можно будет заказать с люком, оригинальным рулем, аэродинамической навеской, обогреваемыми форсунками обмыва ветрового стекла и АБС. Аналогичных импортных автомобилей класса С в похожем исполнении тогда еще просто не существовало. А вот близкие по стилистике универсалы обходились покупателю в сумму от 24 до 68 тысяч долларов. Но планам так и не было суждено сбыться. Руководство, как это обычно всегда у нас бывает, объявило, что производство будет слишком дорогим и нерентабельным. Но создатели не потеряли надежды и решили переделать и удешевить универсал, тем самым сделав его более экономически выгодную версию. Автомобиль переделали, оснастив его традиционным 1,5-литровым 90-сильным мотором, менее динамичным, но намного более доступным, чем предшествующий 2-литровый Opel. Технически машина сохранила постоянную единую передачу с межосевой вискомуфтой, подвески на подрамниках и усиленные амортизаторы, стабилизаторы мостов. При этом автомобиль потерял 2 см дорожного просвета. Кузов перекрасили в бежевый металлик, причем вместе с пластиковыми накладками.
Упрощенный полноприводный универсал под новым именем Lada 111 4WD был показан в следующем 2001 году. Задуманный для производства небольшими сериями на мощностях экспериментальной мастерской увеличилась в цене по сравнению с обычным ВАЗ-2111 на 2-3 тысячи долларов. Впоследствии инженеры также пытались устанавливать на автомобиль более мощный двигатель 1,8 литра и простую усиленную коробку передач Lada 112. Но несмотря на всю проделанную работу, недальновидное начальство так и отказало в производстве. На Тольяттинском автосалоне, проходившем в сентябре 2006 года, АвтоВАЗ впервые представил полноприводный универсал Lada Kalina 4WD. Пишите в комментарии, если вам интересно увидеть подобное видео о полноприводной Калине. А если тема актуальна, я обязательно сделаю ролик. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.